Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня у меня будет творческий проект. Если удастся вам что-то объяснить, будет хорошо. Если нет, то я не особо ставлю сейчас себе такую задачу. На этот проект у меня задача просто сделать что-то такое вроде бы простое, но вроде бы не особо простое и какое-то интересное. В общем, сегодня я буду делать мужскую худи. Пока еще у меня нету такого четкого понимания, что там будет, но есть интересная задумка. Если удастся уложиться в одну серию, будет хорошо, но подозреваю, что не удастся. Поэтому, если кому-то будет интересно, подписывайтесь на канал. Будет еще и вторая серия, скорее всего. Ну что, поехали. Так, у меня вот такая вот фигура. Не особо она с мышцами, скажем так. Плоский такой мальчик. Ну, в общем, нам подойдет. Хотя, давайте попробуем, может, его сделать чуть-чуть более фигуристым. Грудь я ему, конечно, не накачаю, но посмотрим. Потому что нам, в принципе, нужно будет акценты делать как раз-таки на его груди. Давайте глянем, что можно с ним сделать. Так, мускулистость. Угу, с мускулистостью у него еще и пузо растет. Такое себе. Такая себе мускулистость. Да еще и горб растет, да? Ой, нет, так нам не надо. Давайте оставим, как было. Так, скини супер... вот в чем дело. Вот он. Из-за чего он у нас такой? Скини супермодель. Он у нас слишком высокий, да? Хотя... Давайте хотя бы наполовину попробуем его настроить. А если сейчас ему мышцы добавить? Блин, вот почему у него мышцы на пузе добавляются, ребят? Ну это разве мышцы? Это какой-то пипец. Ладно, все, оставляем как было. Пусть он у нас будет такой дрыщеватый. Вполне себе сойдет. Окей. Так, с чего начинаем? Начинаем с базы. Так, худи у нас будет не оверсайз. Худи будет двухслойная. Худи будет, скорее всего, без манжета. И на рукавах и внизу манжета не будет. Будет просто как майка, что ли. Задумка пока что такая. Так, горячие клавиши вы видите. Хорошо. Погнали. Я пользуюсь горячими клавишами, а вы можете видеть их вот здесь, вот в этой зоне. Так. Делаем симметричный какой-то паттерн, кусочек. Так, ладно, давайте так посмотрим, что у нас тут. Угу. Что тут у нас? Давайте сделаем 20. На всякий. Так. Высота. Ну, пусть будет 60. Окей. Если что, потом я опущу. Так. Нам нужно будет, чтобы у нас был капюшон. Поэтому здесь мы, наверное, сделаем... Ладно, пусть будет 10. Пусть будет широкий. Так, дальше. Это у нас передняя. Нет, давайте я сначала заднюю построю. Так, это у нас будет где-то на 5 сантиметров вниз. Так. Теперь здесь тоже сантиметров на 4, наверное, вниз. Окей. Дальше. Так, я сделаю следующее. Q,
в другую сторону. Пусть будет здесь где-то 12, ну, может быть 13. Окей, так. Дальше я сделаю следующее. Я вот эту точку выровняю. У меня горячие клавиши назначены Alt-L. А для того, чтобы... А если хотите вы выровнять, то в принципе вот. Выделяем две точки. Контекстное меню, Align и Left. Вот. Так, здесь окей. Так, дальше Alt-Y. Дальше, где у нас подмышка будет? X. Будем ориентироваться снизу, например, 37. Так. Слушайте, у нас парень худой, плоский. Даже не знаю, что с ним тут делать-то. Ладно, хорошо, пусть будет так. Давайте вытащим эту точку сюда, да, вот так сделаем. Alt-T. Q, допустим, 4. Нам, ну, давайте 5. Только не... Вот так. Так, и дальше снова выравниваем. Окей, хорошо. Единственное, что мне хочется, наверное, все-таки это опустить сантиметра на 2. Чтобы подмышка прям не была прям настолько подмышкой. Так, это у нас задняя половинка, да? Давайте Ctrl-C, Ctrl-V. Угу. Теперь будем разбираться с передней. Так, передняя. Вот здесь должно быть еще сантиметра на 4 вниз. А может и на 5. Пока не знаю. Дальше Alt-C. Это у меня тоже назначена горячая клавиша. Это у нас такая дуга, инструмент. Edit Arc называется. Дальше. Так, давайте... Вот что нам нужно сделать. Нам нужно, чтобы там не было угла, приложить это сюда. Потом надо будет еще сопряжение. Ну, короче, сейчас я не буду на это тратить время. Значит, вот между вот этим плечом и вот этим манипулятором должно быть 90 градусов. Так. Давайте мы его пока что просто на глаз сделаем и посмотрим. Примерно вот так должно быть. Тогда у нас будет более-менее нормальное сопряжение. Теперь давайте расставим все это. Shift-F. Появляются точки, по которым можно расставить. Опа. Shift-F скрываем. И попробуем сшить. Это сюда, это сюда. И глянем, что будет. О! А что это у нас за швы такие? Не туда я прицелилась. Так, чтобы ничего тут сильно не жевалось, усилю. Так. Угу. В целом нормально, но она какая-то слишком широкая. Так, дальше что? Дальше плечей не хватает. Так. Будем делать 14. 14 хватит или нет? И здесь то же самое. $14. Да. Теперь вот это вот я хочу сдвинуть все сантиметра на 2 внутрь, да. Ну и это туда же.
А может и на 3 даже. Тут тоже нужно будет сделать сопряжение. Ну, так мне, в принципе, вполне себе нравится. Так, не знаю, насколько низким нужно делать вот это. Вот это нужно сделать точно ниже. Где-то на 5 сантиметров. Так, и сшивать нам нужно не все. Где-то оставить сантиметров 5. Я хочу, чтобы у меня был здесь разрез. Небольшой. Угу. Так, теперь будем делать сопряжение. Глубина горла меня не очень устраивает. Я хочу ее поднять сантиметра на 1, так минимум точно. Так, теперь второй момент. Я не знаю, насколько мне устраивает ширина горла, потому что тут еще капюшон будет. Но, в принципе, надо ориентироваться по ушам. На ширину ушей оно растаскивается. Вполне себе. Окей. Хорошо. Теперь линию плеча. Линию плеча. Не буду я, наверное, тут ничего мудрить. Остается пусть как есть. Единственное, что я вот это вот все подняла на 2 сантиметра. Так. Чтобы оно как бы сместилось сюда немного. Да, теперь горло, наверное, все равно глубокое. Наверное, я бы его еще на сантиметр подняла. И сейчас будем смотреть вырез. Так, значит, направляйку. Давайте я ее удалю. Так, как нам сделать сопряжение? Мой любимый способ. Rotate, Parallel to X. И выставляем вот эту штуку. Дальше. Подождите, в новой версии появилась же классная Create Guideline Tangent. Все, не надо крутить. Отлично. У нас есть гайдлайн, который 90 градусов здесь соблюдает. Просто идеально. Все, ребята, живем. Значит, что здесь? Create Guideline X. Все, делаем более-менее, как я люблю, ровные вот эти штучки. Так, здесь меня устраивает. Дальше. Значит, откуда у меня здесь кривая появилась? Вижу, точек кривых каких-то наставила. Это еще что такое? Так, значит, что тут делаем? Здесь делаем то же самое. Тангент. Z. Create Guideline Tangent. Нет, подождите. Тангент это другое. Что-то я... Это что-то не то. Ну-ка. Create Guideline Vertical. Офигеть. А почему оно так? Вот это 90 градусов должен быть, да? И что за фигня? Давайте так сделаем. Create Guideline. Нет, это не то. Vertical. Это что-то не то. Вот эта линия мне не нужна. А вот это, кстати, все правильно. Так, тогда у меня здесь неправильно.
Ага. Так, откуда у меня здесь побрались? Ладно, убираем это все. Кривые. Теперь что? Теперь все правильно. Хорошо, попробуем здесь. Z. Create guideline, vertical. Что ты вот творишь? Вот скажи ты мне, пожалуйста. Как-то все не в ту степь. А, так, подожди, вот это перпендикуляр к этому. Да, вот здесь все правильно. Теперь... так, parallel to X, Alt-C. О, горячие клавиши заработали наконец-то. Все, теперь смотрим. Значит, это здесь настраиваем. Так, а здесь по этой линии. И должен быть перпендикуляр у нас. Так, и что у нас тут? 12. Надо что-то подуменьшить. Отлично. Вообще идеал. Хорошо. Смотрим. Сопряжение прекрасное, но мне не нравится, что здесь вот какая-то она слишком квадратноватая. Давайте-ка я вот это немножечко сделаю так. Да. Наверное, так мне больше нравится. Хотя, блин. Ну, я люблю вот это повозиться, конечно. Все, теперь идеал. Так, окей. Теперь мне нужно сделать сопряжение вот здесь вот. Значит, что мы можем сделать? Давайте я это удалю, эту точку. Alt-C. И сделаю вот здесь вот такую штуку. Так, Create Guideline X, C. Вот здесь нам нужно положить на X, потому что перпендикуляр должен быть вот к этому. А вот здесь у нас должна направляйка идти по... Ой, вот этот вот здесь вот. Давайте я тоже поднастрою. Пусть будет 23. Окей. Ой, как все полетело. Смотрим, что получается. Так, не хватает. Слишком... Ну, как не хватает? Хватает, конечно, но хочется больше такой... Все-таки посильнее. Давайте 24 сделаем. Так, что у нас тут? 24. Так. Так, здесь мне нравится. Давайте сделаем здесь то же самое. Я сейчас могу уже поудалять вот эти вот направляющие. Так, Create Guideline, Tangent. Нет, не Tangent. Create Guideline Vertical. О, все. Я поняла, что он делает. Он делает прямой угол между вот этой линией и вот этим, вот этой направляющей, и прямой угол между вот этой направляющей и вот этой линией. Супер. Разобрались. Так, спасибо. Здесь, наверное, точку тоже удаляем. Alt-C. Так, Alt-C опять не сработало. Бывает такое. И почему? Так, погнали. Единственное, я не совсем понимаю, насколько вот мне... Ну, хотя... Вполне себе. Так, давайте все это здесь настраивать. Так. Блин, как же приятно, что не нужно вот эти повороты делать.
до 26, я думаю, можем настроить. Примерно меня это устраивает. Отлично. Все. Так, это мы сейчас делаем базу, да? Давайте найдем какую-нибудь ткань сюда, чтобы она вела себя похоже на то, что нам надо. Так, это у нас... Что у нас тут может быть? Stretch plain не то. Так, давайте вязаный посмотрим. Night. Какая-то скуба. Вот, кстати, French Terry подходит. И скуба вроде бы подходит. Thick. Это толстая. Ну-ка. Давайте глянем в библиотеке, что есть. Fabric Construction вязаная. Так, рибана есть, нам не нужна. Cotton Dust Ivory. Что это такое? Это какие-то прям... Так, что ты тут отфильтровал вообще? Полиэстер скуба. Что это такое? Знать бы, что это за ткань такая. Ну-ка. Так, это уж совсем какая-то вязаная. Это что? Это что такое? Так, это похоже на флис какой-то. Это что? Так, а это вообще какая-то начесанная изнанка. Polar флис какой-то. Точно флис. Так, ладно, это не подойдет. Это что? Это что-то стеклянное. О, вот это похоже. Но я не хочу сейчас делать здесь никакой цвет. Это не то же самое. Полиэстер скуба. Катон полиэстер скуба. Модал полиэстер скуба. Ну-ка. Все, поняла. А это как это бархатистое еще. Это вообще вельвет какой-то. Офигеть. Не, ну вот это не надо. Короче, вот это вот подойдет, но единственное, что я сейчас уберу отсюда... Мне не нужен цвет. Я сейчас сделаю цвет вот такой вот. И recolor. Чтобы... Пока что я хочу работать без цвета. Мне чтобы видно было. Но по свойству ткани вполне себе она похожа на то, что мне нужно. Хотя у меня будет вот эта штука двухслойная. И я еще не знаю, как она себя потом будет вести. Ладно. Детализацию потом. Хорошо. В принципе, длина меня устраивает. Давайте сделаем рукава. Так, что мы тут имеем? 40. Это вообще не имеет значения. Хотя, знаете что? Вот не люблю я такое. Я сейчас сделаю 25. Дальше выровняю вот это вот Alt-R. Чуть-чуть подрихтую вот это. Так, здесь 26, да? Здесь 24. И куда это оно? Не туда.
24, окей. Alt-L. Дальше C1 миллиметр. Да что ж такое-то? Так, ладно, давайте тут сделаем. Все, 24. Так, 26, 24. Угу. Высота рукава. Думаю, что где-то должно быть 55. Ширина где-то 40. Так, ой. Ну, в целом... Ой, да. Хорошо. Так, давайте сделаем пока что 40. Высоту. Хотя 40 это дохренашеньки что-то. Не 55, а аж где-то 60. Так. В целом, да, похоже на то. Как мы, значит, будем размещать это. Shift-F. Похоже. Возможно, 65 будет. Ну, потом посмотрим. Пока что вот это вот мы замораживаем, чтобы оно нам не симулировалось. Дальше. Какой спуск будет? Давайте я сделаю так. Сначала 20. То есть делим пополам, да. Дальше спуск, думаю, что сантиметров 7 это максимум должно быть. Так. Угу. Дальше. На одной стороне у нас должно быть 26, а на второй 24. Так, передняя 24, задняя 26. Итого, возможно, ширина рукава должна быть больше. Давайте сделаем тут сантиметров на 3 для начала, да. И тут сантиметров на 4. Так, что у нас тут 25? Это много. 24 это много. Окей, тогда отодвигаем на 2. И здесь на 1. Потому что у нас будет не шибко большой изгиб. Так, теперь делаем следующее. Create Guideline X. И изгибаем Edit Arc. Изгибаем сюда, изгибаем сюда. Так, теперь делаем... А что мы делаем? Так, ну-ка, знаете, что я хочу сделать? Так, 22. Хочу передвинуть на 1 сюда. Так, Create Guideline Parallel to Y. Это у нас такая вспомогательная точка будет. Я хочу сделать, чтобы у меня вот это были... они взаимные. Ура, ребята! Мне не пришлось здесь мудрить ничего. Супер! Офигеть! Так, дальше. Вот здесь должно быть... да, нам нужно сделать схождение сейчас. Значит, Q в обе стороны уменьшаем где-то до 36. А может быть и до 34. Так. Так. Возможно, надо будет делать меньше. Короче, значит, нам сейчас тоже нужно сделать сопряжение. Так, Create Guideline Straight. Нет, не так. Ай-яй-яй-яй. Create Guideline Vertical. Вот, мы получили нашу... Так, к чему мы вертикаль получили? Нам вот это не надо. Так, нам нужно вот это. И нам нужно сделать здесь
Куда ж ты улетела? Create guideline vertical. Так, окей, нам вот это не надо, нам нужна вот эта штука. Хорошо. Значит, берем эту точку С и пытаемся что-то тут накрутить. 23 это мало. Нам либо рукав расширять, либо спуск делать. Но рукав расширять я не хочу. Соответственно, что я сделаю? Я, наверное, опущу на сантиметр вниз. -1. Ну, тогда нам нужно перестроить эти самые. Ну, это фигня. 22, а мне нужно 24. Блин, дальше я не могу это делать. Придется расширять. 1 сюда. 1 сюда. Хорошо. Теперь еще раз create guideline vertical. Вот это мне не нужна. Ой, наоборот. Мне вот это не нужна. С нам нужно... Ой, ну-ка. Нам нужно сюда. И нам нужно расширить вот это. Но нам все равно не хватает. Это слишком большой изгиб. Ладно, если я отодвину еще раз сюда на сантиметр. О, я могу по направляйке отодвинуть. Вообще отлично. Ну, давайте. Блин, почему я не могу? Допустим, я хочу на 0,5 отодвинуть. Окей. Так, 24, 22. Это слишком. Значит, нужно было отодвигать на 0, например, 0,3, да? Или 0,1. Ладно. С. Ладно, хорошо. Теперь здесь делаем Z. Create guideline vertical. Вот это вот мне не нужна. А по этой мы что-то выстраиваем. Так, и мне нужно здесь вытащить тоже на 0,1. Так. И все равно не хватает. Так. Угу. А еще нужно сверить, чтобы вот эти точки Alt-B были одинаково снизу. Так. Уже почти. Но, блин, что-то не так. Так, давайте еще сверимся с этим. 52, 35. 52, 35. Окей, давайте тогда отодвинем просто вот это параллельно. Посмотрим, что будет. Это много. Это тоже много. В общем, я занимаюсь такой фигней. Ребята, промотайте это нафиг.
Так. Ну, примерно 26. Все. Ладно, будем считать, что эта погрешность достаточная. Значит, что делаем теперь? Пришиваем n сюда, n сюда. И это n друг с другом. Так, вот эта направляйка нам больше не нужна. Давайте глянем, что получилось. Ну, в целом ок. Давайте я Ctrl-D перенесу это сюда. Давайте я все это разморожу. Ой. Ну и... Алло, чего у меня горячая клавиша не работает? Ну? Что за фигня? Так, чуваки, что-то починили, что-то сломали. Ну, вообще, да? Unfreeze. Ну? Заработало. Так, что нравится, что не нравится? Ширина рукавов нравится? Вполне себе. Не нравится ширина рукавов внизу и длина. Буквально на... Почему-то на сантиметр хочется. Ну-ка. Блин, ну ладно, пусть будет так. Окей. Все, вот такая длина рукавов нравится. Теперь, если чувак опустит руки, слишком короткая сама вот эта штука. Давайте ее еще удлиним. Где-то сантиметров на 5. Да. Давайте попробуем поставить его в позу I. И посмотрим, что это нам даст, как она на нем сидит. Ну, как-то сидит. Короче, ширину рукава можно было бы зарешать за счет подъема. Например. Но это худи. И худи не хочется делать. Так, ладно, давай еще раз тебя поставим на место. Немножечко вот так. Расширим. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать эти две точки, опустить на 2 сантиметра, да, и подвинуть каждую на сантиметр, не меньше. Тогда у нас немножечко ширина рукава изменится. Тут, не знаю, сопряжение сильно ли нарушилось, но в целом мы можем себе такое позволить пока что. Да. Пусть лучше подъем будет чуть побольше. Фиг с ним. Хорошо, теперь давайте поставим это на 5. Вполне себе. Дальше, вот ширина здесь рукава. Q, наверное, в обе стороны. Давайте сделаем 32. Нет, мало, 30. Посмотрим, что будет так.
Так, что еще, что заживалось? Какая у нас тут толщина ткани? Интересно мне знать. Так, что это за physical properties? Так, softness. Ух ты, а это что такое? Что за шерсть? Что за шерсть-то какая-то такая-то тут? Материал Physical Properties 0,85. Ну, в целом, да, она такая и должна быть почти что миллиметр. Что еще? Окей, ладно. Самое главное, что сейчас мне хочется сделать. Мне нужно сделать двойной слой, но на нижний слой мне, скорее всего, придется делать какой-то... Так, длина рукава мне что-то не шибко нравится. Хотя, в принципе, она нормальная. Мне не нравится, знаете, что... Какая-то эта ткань слишком уж она... Но с другой стороны, если у меня будет два слоя, то, наверное, более толстую ткань делать и не надо. Это будет супер странно. В общем, что я хочу сейчас сделать? У меня будет двойная ткань. Итак, мне нужно сделать здесь где-то на 1 сантиметр. Не, давайте сделаем на 2. Так. Что я только что сделала? Add internal isoline. Пусть будет 2. Так, здесь и здесь делаем тоже. Add internal isoline 2. Отлично. Теперь делаем следующее. Надо сделать дубликат ткани. Так. Не так. Не так. Копия. Давайте я сделаю здесь другой какой-то цвет. Немножечко, например, такой. Теперь мы делаем следующее. Create lining. Вам видно или не видно? Наверное, не видно. Ладно, давайте так. Create lining outside. Так, никакие нормали я переворачивать не буду, потому что нам нужно как раз-таки, чтобы лицевая сторона была к лицевой стороне. Но, например, вот это я разошью. И это я разошью. И сошью это вот так. Давайте посмотрим, что будет. Отлично. Так. Да, чтобы это быстрее все проживалось, настроим Set Sublayer. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, что я сделала? Я все сделала неправильно. Мне нужно было inside делать. Ладно, давайте еще раз. Все, сейчас все отхлынуло. Давайте сделаю так, чтобы оно растащилось. Теперь делаем так. Блин, да что ж такое? Create lining inside. Типа внутренний слой. Да. N.
Это я расшиваю. Это я... Б. Это я расшиваю. Это я расшиваю. Это тоже. И это тоже. Теперь N. Я сшиваю это сюда. Окей. Знаете что? Я, наверное, вот эти рукава тоже разошью. И сошью их между собой. N. Да. Отлично. Ctrl-A. Так, В. Все. Теперь мне нужно настроить Set Sublayer. Это сюда, это сюда. Это сверху, это сверху. Дальше на эти штуки Assign to Pattern. Все. Что у нас получилось? У нас такая история получилась. Прекрасно. Так, толщину ткани покажем. Замечательно, друзья мои. Теперь нам нужно сделать капюшон. Я не хочу делать очень сложный капюшон. Я сделаю его простой. Из двух половинок, который состоит. И в принципе... Так, что у нас здесь? 13,8, 12. Так, могу я здесь сделать 14? Давайте я буквально чуть-чуть спущу на 0,1 и посмотрим, вдруг это нам что-то даст. Почти что дало. Давайте еще раз. Отлично. Так, здесь 14. Так. А здесь 12. Так, 12 плюс 14, 26. Отлично. Хорошо. Так. Давайте я для начала сделаю прямоугольник. 26 на 30. 35, наверное, высота. Стандартная будет, да. Сейчас я ему вот это задам. Shift-F. Куда-нибудь его сюда. Давайте мы его подтянем. Shift-F. Так, окей. Здесь будет загибаться сюда, поэтому высота нормальная. А вот здесь нам нужно сделать подъем где-то на 5 сантиметров. Дальше нужно сделать изгиб. Изгиб. Да когда же уже тут начнут работать горячие клавиши, а? Значит, это сюда. Это сюда. Дальше. Ну, ладно, здесь мы сейчас не особо ничего не будем делать. 26 нам нужно, да? Давайте подвинем на сантиметр много. На полсантиметра мало. На 0,7. 0,6. Окей, допустим. Так. Окей. Здесь хорошо. Дальше это мы делаем... Удалю-ка я отсюда в эту точку вообще. А здесь я просто забомблю такую штуку. Так, чтобы было сопряжение здесь, мне нужно выставить
так не получится. Угу, поняла. Ладно, давайте сделаем так. Посмотрим. Я так и не поняла, как эти капюшоны делаются. В общем, делаю, как себе знаю. И все. Ну, в смысле, как они строятся. Так. Я хочу, чтобы было круглое число, но зачем оно мне здесь нужно, я не знаю. Хорошо. Так, сделаем следующее. N сюда, с шифтом зажимаем сюда и сюда. И у нас шов распределился. Дальше делаем Ctrl-D. Дальше делаем так. N сюда, сюда. Дальше. Давайте я заморожу вот это все. Просимулируем только капюшон. Глянем, что получилось. Окей. Ого. Достаточно глубокий капюшон. Мне прям даже нравится. Блин, люблю глубокие капюшоны вообще. Единственное, что я еще не очень понимаю. Так. Угу. И мне хочется здесь вот исправить эту округлость. Потому что, мне кажется, здесь уже что-то слишком много. Или вот так ее как-то сделать. Ой. Так, пусть будет 55. Давайте глянем, что. Ну, зашибись. Да, давайте сразу сделаем следующее. B. Я хочу, чтобы здесь шов был 180 и прям четко усиленный. Так, дальше мы можем натянуть, и мне это нравится. Давайте я сразу сделаю на 5. Так. Капюшон у нас будет двойной. Это вообще без разговоров. Поэтому здесь я сразу делаю отступ. И я, наверное, еще один сделаю. Полтора. Так, и что-то мне теперь захотелось сделать то же самое здесь. Полтора. И все это посшивать. Так. У нас тут проблемка. У нас отступ extended. А это фигово. Так. Угу. А здесь что? А здесь такая же фигня, да? Ой, какая же я молодец. Так. Так, тут починили. Здесь тоже нужно починить. Так, Alt L. И здесь нужно починить. Так, здесь починили. Окей. N. Так. Что тут? Тут. Отлично. Теперь делаем. Мы же пришивали. Давайте нижний сделаем. Create
Ой, что я сделала? Create lining inside. Так. Но здесь нам нужно, кстати, сделать все наоборот. И давайте сразу assign to pattern. Здесь нам нужно сделать flip array. Ой, так не получится. Так, remove linked editing. Дальше это тоже remove linked editing. И сделаем это зеркальным symmetry pattern. Ой, не так. Apply symmetry with sim. Дальше это мы делаем flip, orientation. Короче, перевернули нормали. Так. Дальше ставим саблейеры. Здесь так, только здесь меняем на минус, потому что нормали противоположно друг другу стоят. И здесь тоже. Все. Шьем. Ура! Получился хорошенький капюшончик. Так, заради чего я делал тут 2 слоя? Чтоб вы знали. Я хочу сейчас поиграться с текстурами. И не только с текстурами, я еще хочу поиграться с надрезами. Хочу сделать надрезы такие. И чтобы у меня был виден нижний слой под этой тканью. И сейчас будем издеваться над всем этим. Так, мне капюшон в принципе нравится. Ctrl-Cam. Так. Давайте парня скроем и посмотрим. Очень даже хорошо. Знаете что, ребят, в 8 версии вот эти двухслойные вещи очень круто симулируются. Не в пример никакому Claw и Marvelous Designer. Это прям вообще невероятно стабильно все симулируется. Ну, сами, как видите, и скорость работы симуляции просто какая-то невероятная. Так, что мы делаем теперь? Значит, так, тут у меня все просимулировалось. Окей. Снизу я вот это все заморожу. Так, нижний вот этот вот слой. Дальше. О, момент. Я кое-что забыла. Мне нужно было расшить вот это. Где-то на 5 сантиметров. Да. И сшить вот это вот с этим. Так, а что у меня тут случилось? Угу, поняла. Вот что у нас случилось. Так, потому что я увеличивала длину, и оно там поехало. Так, делаем, да? Давайте посмотрим, что получилось. Это сейчас, наверное, отморожу. Да, вот оно. Прекрасный наш разрезик. Супер. Хорошо. Теперь я это замораживаю. И начинаем издеваться над нашими штуками. А, да, знаете что? Для начала я сейчас верну сюда цвет. Пусть будет multiply. Так.
Потому что меня, в принципе, этот синенький устраивает. А вот на нижний слой, если я уберу цвет фреза... О, смотрите, что получается. У нас такая двуслойная штука. А вот на нижний слой мне хочется забомбить такую классную штуку. Сейчас покажу. Значит, что мы можем сделать вот с этим катоном? Давайте я это сделаю так. Окей. Пусть будет multiply. Ой. И мы сейчас его попробуем. Сейчас попробую при вас его оттекстурить. О, появились ограничения. О, ура. Прикольно. Вот это класс. Нельзя уже ужать до... Ой, час прошел, ребята. Не знаю, что я буду делать. Наверное, в следующей серии я продолжу это все. Поэтому сегодняшняя серия на этой базе у нас и закончится. А в следующей серии я продолжу. Все, рада была всех видеть. Надеюсь, вам интересно, что я там буду делать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк. И если вам что-то не нравится, пишите комментарии. Люблю комментарии. А если хотите со мной пообщаться лично и с нашим дорогим сообществом, которое у нас уже образовалось, то заходите в наш чат по ссылочке в описании. Все, была всех рада видеть. Всем пока.